Hi everyone, my name is Alexey Shmaev. I'm working solo straps and dance trapeze in Cirque du Soleil. So my English not good. Now I start speak Russian. Sorry guys. Okay, we will have subtitles with the English. Я родился в маленьком городке Верхний Уфалей, Челябинская область, Россия. Там я занимался в танцевальном коллективе и параллельно занимался в цирковом коллективе. С этого началась моя любовь к цирку. После я поступил в цирковое училище в городе Екатеринбурге. Это был большой шаг для меня, потому что мои родители не были согласны отпускать меня после 9 класса куда-то в другой город, чтобы я уехал, но я очень хотел этого, я влюбился в это искусство, и поэтому я с легкостью сказал нет, я еду, и я отправился, отучился 4 года, после этого я работал в Екатеринбурге примерно год-полтора. После Екатеринбурга я получил приглашение в шоу-пространство Ленинград-центр, который находится в Санкт-Петербурге. Переехал жить в Санкт-Петербург и после работал там 7 лет в одном месте. Это формат шоу. Мы делали различные программы. У нас примерно 8-9 шоу. И я долгое время был артистом. Потом я стал создавать номера для цирковых артистов и совмещал две профессии. Это было очень сложно, но я любил это дело, поэтому я отдавался полностью. Можно сказать, моя профессиональная карьера как раз-таки началась в Санкт-Петербурге. С того момента я уже стал чувствовать себя профессиональным артистом и реализовывать себя не только в России, но и в других местах. Мы создали с моим партнером Павлом совместный дуэт на ремнях, с которым мы участвовали в различных фестивалях. Например, «Цирк завтрашнего дня» в Париже. Мы завоевали серебряную медаль. Также нас пригласили на следующий год, и мы уже были как спешл гости. Это единственный случай, когда вот так артистов приглашают год за годом. Это, наверное, самое приятное воспоминание. И, пользуясь случаем, я хочу сказать, что очень скучаю по этому времени, по моему партнеру. Сейчас я работаю в цирке Дю Солей. Многие действительно хотят узнать, как же попасть сюда. В моем случае это воля судьбы, потому что на самом деле Цирк Дю Солей знал обо мне очень давно. Я работал в One Night, One Drop в Лас-Вегасе в 2018 году. Собственно, меня знали, но я должен был открыться внутри, быть готовым к предложению. Наверное, это и последовало появлением меня здесь. Поступило предложение поехать с цирком Дю Солей на контракт в Корею и Японию. Сейчас я нахожусь в Японии, город Токио. Это замечательная страна, замечательные люди, очень красиво, чисто, огромный город, прекрасная природа. В общем, я влюблен в Японию, обязательно приезжайте. Мне очень повезло с шоу, в котором я попал. И одним из ключевых моментов, почему меня выбрали для этого шоу, кстати, я хочу сказать, что я работаю бэкапом, я экстра-артист, и сам я работаю соло-страпс и дэнс-трапез. Одновременно это и сложно, и интересно. Каждый раз ты выходишь на сцену, как будто бы ты делаешь это в первый раз. Мне очень повезло, потому что «Алегрия» достаточно интересное шоу, красивое. Здесь прекрасные люди. У меня появилось много новых друзей, коллег. Все большие профессионалы. И я забыл вам сказать, что одна из причин, почему меня выбрали сюда, мой типаж подошел к стилю этого шоу. Поэтому немаловажно понимать, что да, вы крутой артист, вы делаете какие-то нереальные вещи, но Цирк Дю Солей — это уникальное шоу, уникальный продукт, и под каждый продукт подбирается определенный типаж, определенные люди, которые будут соответствовать стилю этого шоу. Здесь я играю образ ангела. Я в белом костюме, с золотыми волосами, летаю над японским зрителем. Кстати, зритель здесь очень-очень добрый. Столько подарков и столько внимания я не получал никогда. Просто я хочу сказать, что это огромная любовь. Вы великолепные. Если вы знаете английский язык, вы прочтете это.
Также я хочу рассказать о моем опыте пребывания в Монреале на базе цирка Дю Солей. Это настолько интересное место. Это огромная машина с креативными людьми, с креативной обстановкой. Все крутится, вертится, огромная энергия. Я обожаю такую энергию, потому что я также занимаюсь постановками, и для меня это прям был огромный экспириенс. Я рад, что я попал туда, увидел это своими глазами, но в то же время я хочу вам сказать, не обольщайтесь, это все очень сложно. Например, когда я приехал для создания номера Dance Trapeze, у меня был каждый день по 2 тренировки на трапеции. Между ними была какая-нибудь танцевальная репетиция, либо мы просто обсуждали мой номер, что мы должны изменить, что придумать. И это очень сильно выматывает, артисты работают на полную, и это сложно, да, но в то же время это интересно, потому что это новый опыт. Очень круто, что мы путешествуем, что цирк Дю Солей позволяет видеть мир, при этом работать, знакомиться с новыми людьми. Здесь настолько все организовано в плане комфорта артистов, начиная от кухни, заканчивая людьми, которые помогают тебе одеться, выглядеть красивым на сцене, научат делать тебя мейкап, следят за твоим здоровьем, тренажеры, есть где поспать, где отдохнуть. Это действительно профессионально, и это заслуживает отдельного внимания, потому что я работал в разных местах, и это показывает уровень действительно этой компании, которая любит своих артистов и бережет их. Когда я начал заниматься цирковым искусством, еще будучи очень молодым, я уже тогда влюбился в цирк Дю Солей и был огромным фанатом этого цирка. Я смотрел все шоу, которые я мог найти в интернете на тот период. У меня была такая книжечка, в которую я распечатывал фотографии артистов цирка Дю Солей. Все это приклеивалось, и на репетициях я смотрел, вдохновлялся и репетировал. Можно сказать, я ждал пол своей жизни, чтобы попасть в этот цирк. Поэтому я хочу сказать, все, кто стремятся к этому, вы не должны отчаиваться. Очень много факторов играет для того, чтобы попасть сюда. Дело случая, дело профессионализма, дело опыта. Я думаю, что в моем случае нужно было набраться больше опыта, больше бэкграунда, чтобы меня заметили и могли использовать уже мои ресурсы здесь на сцене. Обязательно тренируйтесь, показывайте себя, презентуйте. Полжизни цирковой жизни, потому что карьера циркового артиста не такая долгая. Я ждал этого момента, сейчас я счастлив, это огромный опыт для меня. Я не остановился, я развиваюсь. Здесь для меня поставили определенные цели, которые я достиг. Я считаю, что это тоже очень важный момент. За 2 недели я должен был создать новый номер на трапеции. Я никогда не работал Dance Trapeze. Это было для меня впервые. И 2 недели — это очень маленький срок. Я доволен собой и думаю, аплодисменты зрителей доказывают, что я достоин быть здесь. И я желаю всем, кто мечтает попасть сюда, стремиться, не отчаиваться, ждать, как я. Верьте в себя. И хочу привести один пример. Я получаю действительно много писем от японского зрителя, и некоторые люди писали мне, что они настолько вдохновились моим перформансом, что они стали заниматься спортом, развивать свое тело. Это действительно огромный шаг для них. Это очень круто для меня, потому что я понимаю, для чего я это делаю. Это так приятно. Верьте в себя, не останавливайтесь. Вот и все. $1 миллион или любое желание. Конечно, хотелось бы выбрать деньги. Я бы выбрал, наверное, желание. И желание это связано со всеми людьми в мире, чтобы было хорошее здоровье и ментальное, и физическое. Потому что когда дело доходит именно до таких случаев, и если это твои близкие, и не только близкие, уже не до денег. И хотелось бы, чтобы в мире был лишь свет. Спасибо, что посмотрели это видео. Я думаю, что в первую очередь я делаю это для себя. Это мое начало моего пути работы в цирке Дю Солей. И когда-нибудь через много лет я увижу это видео вновь. И это будет очень приятное воспоминание. То, что я чувствовал на данный момент. Хочу пожелать, чтобы у каждого сбывались мечты, чтобы вы стремились, добивались их. И также я хочу сказать спасибо создателю этого канала, Андрею. Вот он. Давай в зеркало, покажи себя.
Это классная идея. И подписывайтесь, лайкайте, репостите. Будет интересно. Thank you. Thank you, everyone.